Здравствуйте, дорогие друзья! Направление нашего движения в сторону центра – это проспект Андропова, и прогулка будет у нас в парке Коломенское, который за окном автомобиля. Площадь парка огромная, это 390 гектаров, вы ее видите примерно, но если вдруг вам этого будет не хватать, если вам этого будет мало, то по соседству расположен детский парк «Остров мечты», площадь которого около 100 гектар, с выходом на набережную Москвы-реки, которая также не маленькая в своих размерах, и по ней можно хорошенько пройтись в сторону центра, либо посмотреть, как осваиваются площади технопарка. Мы с вами делали там зарисовку, как развивается этот парк, и я ее приложу. Для этого вам нужно перейти по ссылочке, которую вы видите вверху. И также, если этих площадей вдруг вам оказалось тоже мало, то для прогулки вы можете из Коломенского попасть в музей-заповедник Царицыно через прилегающие территории Борисовских прудов. Сюжет тоже мы с вами записывали, он сверху, вы можете перейти и посмотреть, как выглядит парк Царицыно, где также есть зеленые прогулочные зоны, а далее продвинуться в Бирюлевский дендропарк. Сюжет там тоже был записан, я его прикладываю, вы сверху его видите, можете переходить. И вот общая площадь перечисленного примерно составляет уже 1300 гектар. На мой взгляд, это очень много, и преодолеть это не каждому способен, и даже на велосипеде. Поэтому берите на вооружение обязательно, и вы можете себе устроить огромный тур по зеленым парковым зонам, которые, можно смело так сказать, выходят в один общий каскад, и вы можете прогуливаться либо пешим ходом, либо брать велосипед, какой-то электротранспорт и выбирать такие гигантские уже маршруты. Ну и давайте с вами все-таки поговорим о Коломенском, о том парке, который вы видите. Значит, мы сейчас зайдем в него с нестандартного входа, с которого я обычно захожу. Ну а закончим, конечно же, центральным выходом, чтобы у вас было представление, потому что многие сюжеты выходят вот отсюда, с центрального входа, который расположен недалеко от Коломенского, но мы с вами зайдем вот с этого. Итак, с учетом расстояния от центра Москвы, а это примерно 14 километров, добраться до Коломенского удобнее всего на метро. То есть либо от станции Коломенская, которая близка вот к этому жилому сектору, либо станция Каширская, это Замоскворецкая у нас линия. И примерно от метро не очень далеко, то есть по шаговой доступности все это можно увидеть. Ну и либо добраться на городских автобусах, которые останавливаются на таких остановках, как проспект Андропова, музей Коломенское, метро Каширское и так далее. То есть не забывайте, что у парка есть режим работы, поэтому учитывайте это при ваших поездках. Есть, конечно, здесь и коммерческая составляющая, стоимости билета на экскурсии незначительная, и зависит от того, на какую экспозицию вы захотите попасть, что хотите посмотреть. Конечно же, есть и льготы, и все вот эти вот детали, и расписание мероприятий можно посмотреть на официальном сайте заповедника. Ну, часть, конечно же, маршрутов и бесплатная. Ну и сами вот такие развлекательные зоны и для маленьких друзей доступны, ну и много-много другое, что вы увидите. Мы сейчас все как раз это все посмотрим более подробно. Итак, Коломенское, оно привлекает не только своими историческими раритетами, но и прекрасной природой. Как раз вы это все сейчас и будете наблюдать. То есть это благоустроенные территории, то есть располосанные прекрасными тропинками, которые так и манят пройтись по ним куда-нибудь и углубиться в парк. То есть, чем-то размышляя, спокойным, легкими какими-то мыслями погулять, либо с ребенком, покатать коляску. Просто назначить, может быть, встречу или свидание, пройтись вдвоем, почитать где-то книжку, каких-то в тени яблоневых садов, опереться на какие-то деревья, просто поразмышлять, порисовать и так далее. И, конечно, здесь неважно, какое время года вы застали, каждый сезон он красив по-своему. Летом где-то есть, где можно укрыться от яркого солнца, осенью любоваться всеми оттенками яркой листвы, весной наблюдать, как сходит лед с Москва-реки, или с местных прудов оживает природа.
Где-то можно и потрапезничать. Вот есть такие специальные домики и ресторанные какие-то дворики, где и блины, и пироги, и шашлыки. А также есть благоустройства, такие как вот туалет, вы его видите на заднем плане. То есть не надо вам брать с собой никакую туалетную бумагу. Все это уже достаточно продвинуто, и все это есть во многих парках. Ну а зимой, конечно же, Коломенское превращается в место для веселых зимних забав для всей семьи, где вы можете прийти с коньками, покататься на горках, на разных ватрушках, ну и все это дело восполнить горячими напитками. Ну а если вы вдруг замерзли, то можно зайти на проходящие внутри усадьбы мероприятия, либо какие-то мастер-классы и так далее, экскурсии. Так вот выглядит общий план самого парка. То есть он очень большой. И мы с вами были как раз вот вход 5, это противоположная сторона от нашего движения, то есть это станция метро Каширская примерно, ну а с левой стороны у нас будет станция метро Коломенская. Это вот примерно выход 2, это один из основных входов и также выходов и так далее. Ну и также вот доступны разные прогулки, потому что перемещаться далековато, и есть вот такие вспомогательные маршруты, которые помогут вам быстро продвинуться. Итак, что же еще здесь можно? То есть здесь проходят праздники, мероприятия, проходят разные гуляния, проводятся особенно широко эти праздники, и массовые какие-то вот очень большие мероприятия. Ну, со всей подробной афишей можно, конечно же, ознакомиться на официальном сайте. Одной из самых известных в последнее время стала ежегодная крупная ярмарка меда. Вот, то есть можно посетить разные кафешки и ресторанчики, как я говорил. Ну и стал вот проходить световой фестиваль «Круг света». Я добавлю сюда тоже сюжет. Вы можете по нему перейти. Как раз вот в этих местах он проходил. Ну а после реконструкции в самой усадьбе стал активно развиваться этнографический комплекс. Теперь в заповеднике есть своя конюшня, есть кузница, есть традиционный крестьянский дом, пасека, водяная мельница. И заметьте, что постепенно здесь планируют восстанавливать и другие утраченные застройки, проводить крупные этнографические выставки и мероприятия. Вот мы добрались с вами до набережной, вы видите как раз Москву-реку, такая вот она широкая, прогулочная, уходит вдали, совершенно живописные места, также здесь открываются какие-то торговые точки, но видно, что уровень Москвы-реки, он немножко спал, обычно поднимается гораздо выше, то есть есть тут шлюзы, они как раз расположены с противоположной стороны, и вот уровень воды поднимается таким образом, что вот с того места, откуда мы начали, вот конкретно вот здесь, вот сюда, вот раньше подходили суда разные, а вот на горизонте как раз виден шлюз. Он перекрывает, и все это дело поднимается, дает возможность судам проходить. И вот такие вот виды с разных возвышенностей, видно русло реки, как огибает, и многое-многое другое. В целом вот музей Коломенское — это парк, какой-то вот комплекс, расположенный на юге столицы. Это часть объединенного государственного заповедника, куда еще входят ряд крупных парковых зон. То есть это излюбленная резиденция великих русских правителей. Вот вообще Коломенская сегодня она входит в состав Московского государственного объединенного художественного, историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника. То есть располагается он на высоком берегу Москвы-реки в южном районе столицы, как я вам уже сказал. И площадь усадьбы Коломенская и прилегающих территорий составляет более 390 гектар. И история создания очень удивительная. То есть в царские времена эта местность еще не относилась к Москве, и здесь находилась одна из загородных царских резиденций. И вот после революции в 23 году было принято решение отдать эти огромные в несколько сотен гектар территорий под музей-заповедник. Ну и Коломенская всегда славилась своими деревянными памятниками архитектуры под руководством всяких сциллистов по деревянному зодчеству. Сюда
привозили другие исторически ценные деревянные постройки из разных уголков России. И я оставляю вот за рамками этого сюжета, чтобы сохранить какие-то таинства этого места, и для того, чтобы осталось что-то для вас, вот очень приятные сюрпризы будут, конечно же, вас в прогулке окружать. Ну и возвращаясь к глубокой истории Коломенского музея-усадьбы, здесь вот было село на полдороге из Москвы в Коломну. Это вот у нас начало застройки где-то около XIV века было примерно. Сначала здесь жили великие князья, и постепенно место облюбовала для себя и царская семья. Самый старый из сохраненных в усадебном комплексе парка архитектурный памятник еще был построен князем Василием III. А вот в усадьбе можно было найти отголоски эпохи Ивана Грозного, Николая I, и сюда часто заезжал юный Петр. Но самым любимым этого места для семьи царя Алексея Михайловича стала там вот определенная зона, которая также будет для вас здесь доступна. И именно в его правлении резиденция, ну, то есть пережила свой рассвет. Вот, то есть был построен деревянный дворец на 270 помещений для всех нужд главы государства, то есть домовая церковь разного рода, хозяйственные постройки, ворота, и все это окружали высаженные сады. При каждом правлении усадьба менялась, дворец разбирали и строили заново. В общем, Коломенская переживала вот периоды упадка и запустения. Где-то в 1994 году музей-заповедник попал под охрану ЮНЕСКО как всемирное историческое и культурное наследие. И в 2001 году здесь начали серьезную многолетнюю реставрацию, которая была завершена к 2011 году. И в комплексе доступны многие достопримечательности. Вот деревянный дворец Алексея Михайловича, как раз вы его видели. Вот в данном месте находится как раз домик Петра, полковничьи и приказные палаты, дворцовый павильон, то есть передние Спасские ворота, водовозная башня, церковь Вознесения Господня, она же Вознесенская, и ряд других построек. Ну и отдельно гордостью музея-заповедника Коломенской является его храмовый комплекс, возникший еще в 16 и 17 века. К нему относились уникальная в своем роде Вознесенская церковь, созданная еще принцами каменного шатра, там церковь Георгия Победоносца, в которой размещалась трапезная, там Казанская церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, церковь главы Иоанна Предтечи, церковь Георгия Победоносца. Ну и посетителей стараются максимально включать в историческую эпоху, дать почувствовать, как жила усадьба в прежние времена. Помимо привычных экскурсий, в Коломенском проводят придворовые какие-то церемонии, семейные и календарные праздники, типичные когда-то вот, когда они были ранее. И в музее вот существуют, как я уже говорил, льготные категории посетителей. Туда-сюда очень много приезжает школьников, очень много студентов. Гости столицы почти постоянно проезжают, и вы видели многие экскурсионные автобусы. Также здесь вот попадаются в ранние часы, скажем так, достаточно много. Вот. Ну и в музее существуют разнообразные экскурсии, которые вы можете себе заказать, отдельно послушать, что здесь происходит. Также сюда привозят еще и курсантов военных училищ. Очень много здесь пенсионеров, очень много инвалидов. Многодетные семьи тоже посещают экскурсии. Вот. Поэтому смело можно сказать, что вот так вот выглядят те самые зоны, в которых проводят в свое время в выходные, в праздничные дни москвичи. Многие задавали вопрос,
что же все-таки делают в выходные семьи, где они проводят свое время, потому как очень Москва сильно застроена, она похожа на каменный лес, но вот благодаря подобным сюжетам вы смело можете разрядить как раз ту самую обстановку, которая кажется вам каменным лесом, и погулять вот в подобных местах, посвятить ее чему-то такому светлому, историческому, свободному, легкому. Часто приезжают сюда, берут какой-то электротранспорт, либо в прокате какие-то берут велосипеды, либо другой транспорт для передвижения. Вот вы видите, как раз семьи идут сюда покататься. Но если вам этого мало, как я уже говорил, что вот осваивать такие площади можно уже и на дальние расстояния, также и бегают сюда, приходят люди, и вот углубляются в такие вот пешие, достаточно долгие и длительные проходы. Вот многие берут с собой там перекусить, термос и уезжают на весь день. Поэтому в дальнейшем я думаю, что обязательно будет выстроен такой вот исторический зеленый маршрут, а он, в принципе, уже прорисовывается. Мы с вами многое что посмотрели, и вот так вот будем потихонечку объединять в разные сюжеты, давать вам возможность понять, где что посмотреть, как можно куда сходить, с кем, назначить где какую-то встречу или просто провести как-то время, погулять, насладиться видами, подышать природой, даже устроить какое-то мероприятие, посетить какой-то концерт. Все это здесь тоже можно найти. И вот такие вот виды, такие вот зарисовки от центрального входа, как я вам уже говорил. Я специально взял в обзор начало не отсюда, а им же закончу. Вот так вот с этого места вы как раз попадете в это прекрасное в этот музей-заповедник Коломенское и увидите все сами. Мне кажется, что вам очень понравится, как и в дневное время, так и в вечерние часы. Но я буду потихонечку заканчивать свой сюжет. Был рад вам, вашему вниманию. Оставляйте лайки, комментарии, подписывайтесь на канал. Я говорю вам, а пока.